Друзья, всем огромный привет! Как вы уже заметили, сегодня я строгаю доски. В прошлых роликах мы говорили, для чего мы их купили. А купили мы их для того, чтобы сделать столы и скамейки на свадьбу, на второй день. Вот такие 6-метровые доски. Второй день мы будем праздновать у нас здесь в саду, если погода позволит. Но прогноз погоды мы посмотрели наперед. Вроде бы стоит солнечная погода и достаточно теплый день, 22 градуса. Но ночи уже, конечно, холодные. Большую часть досок я прострогал, укладываю их здесь, потому что в ближайшее время мы начнем собирать уже столы и скамейки. Я договорился с дедушкой, он приедет, мне поможет. Там осталось буквально несколько досок. Погода сегодня пасмурная, хотя обещали солнечный день. Ну не знаю, может после обеда разгуляется, лишь бы не пошел дождик, не помешал нашим планам. Так вот, пока занимаюсь строганием доски. Обустроишь все, потом новоселье сделаешь. Ну вот куда бегут? Вот ведь надо ходить. Они вот бегут и бегут. Вот надо это. Ну-ка, по шее ему. Ну-ка, идите вон ешьте. У нас уже поспел один сорт яблок, такие вот желтые. И такое ощущение, что они скоро станут прозрачные. Они такие, как налиты соком. Очень сладкие.
Ты имеешь в виду? Ну что по доски-то? Сейчас это вот надо на таком расстоянии, чтобы у нас когда доски были ножки. Здесь, ага, здесь получается у нас 39. Надо, наверное, вот. Ну-ка метр прикинь. Метр. На метр много, наверное, будет. Так, давай на 70 сделаем от краю. Ну давай так отступим. 70. Вот 70 отступим от краю. Ну вот это вот так вот получается. Ну, на 70 от краю. Так. Так, давай сейчас с той стороны тоже сделаем. Сейчас еще разочек пройдусь. Это мы отпилим потом. Закрепим когда. Да. 70 у нас там было. Угу. Сейчас тут черкнешь. Так, вот 70. Так. Так, а тут у нас будет эта сторона, да? Чистовая. Да? Это переворачиваем. Так, дальше. Четыре 71. 1,56. Так, переходим. Так. Все.
получается лепятся эти. Короче, Я дрель-то только попробовал, еще включал. Она а вехонькая. тут ключей-то нету тоже? Ничего. Нет. Тут идет спица, какая-то ручка. И все. Содержимое. Вот так. Вот так. Все, сейчас это докручиваем. Прикручиваем. Все, хорошо. Это получается ограничитель идет. Это ограничитель как бы. Да, зажимается. Да. Представляешь? Мгм. Ну, тут даже риски. Все, раз. Только надо допустим. Вам все это нужно. Ровненько, хорошо. Так, давай. Это, пожалуй, лучше еще ломите как-то быстрее. Не говори. Хорошо идет по дереву. Я тогда вагонкой-то обшивал в доме, так тоже часть вот этой ножовкой пилил. Но она в задир идет иногда. Это ей крупно пить вот такое вот. Удобно. Зуб большой, он нормально идет. Что, давай С краю будем-то, нет? вот так вот поставим это вот на край доски, вот так вот. Вот, все. Ага, чтобы тут запасик. Ну, все, и давай. Сейчас крепи. Так, ну-ка, хватит самореза. Ага, как раз получается. Видишь, это прикручи. Это точно уже. Это тут мимо прошла, видимо. Сейчас мы ее Давай еще выкручивай. перекрутим. Ага.
вырисовывается уже общая картина стола. Установили 4 ноги. Также еще 4 ноги будем устанавливать здесь вот посередке. Пока мы их просто прихватили на саморезы. В дальнейшем будем делать распорки и фиксировать на уголки, чтобы ничего не болталось. А на сучки-то еще крепче получается. Втягивать. Сучок попал. Со свистом. Пищит да лезет. Сегодня готовлю одно необычное блюдо. Называется оно холодный борщ. Оно чем-то похоже на окрошку. А заправлять я его буду кефиром и сметанкой. Чистим яйца. И будем нарезать мелким кубиком.
Попробуй будешь прикрутить сейчас. Ага. Вот так вот вставлять. Еще что было. Еще. Что тогда прикручивай. Держи. И на высоту. Давай, а потом это попнем. Так, там смотри, чтобы ровно было. Ну. Да. Чуть-чуть наклони вниз. Ага. Купили большое количество уголков, маленьких, усиленных. Одна штука стоит 5 рублей. В хозяйстве такие всегда пригодятся. Потом разберем столы. После свадьбы уголки у нас останутся. А пока стягиваем столы на эти уголки. Слушай, длинный такой. Длинный такой, он крепкий. Так, вот так вот, видишь, качаться. Видишь, хорошо.
Он, слушай, тяжеленный, ага. Ну а как не тяжеленный? Вот такой огроменный стол у нас получился. На него войдет очень много еды. Рассядутся все гости, учитывая, что таких стола у нас будет 2. Ноги сделаны из подручного материала, то есть из срезки. Весь этот материал бесплатный, а доски покупные. Так что столы нам выходят бюджетненько, недорого. И потом доска еще пойдет в дело. Будем строить баню, так что все это уйдет. А пока получаются вот такие хорошие столы. Они не шатаются, очень прочные получились. Раскосины вот такие. Сейчас нам нужно собирать еще один стол. И постараемся сегодня успеть хотя бы еще одну скамейку сделать. То, что не успеем сегодня, продолжим завтра. Вкусненько получилось. Завела тесто. Сегодня буду стряпать пампушки. Они очень хорошо подходят борщу, несмотря на то, что он холодный. Тесто у меня выстоялось. Такое пышное. Так.
Добавляем муки сюда.
Посылка с инструментом мне пришла уже давно, несколько дней назад, но поработать инструментом удалось только сегодня. Поработал сразу же и дрелью, и шуруповертом. Дрель и шуруповерт у меня от компании Redwerk. Это российский бренд, достаточно недорогой и в то же время функциональный. Дрелью я сегодня поработал немного, буквально там пошлифовал досочки, где это необходимо. Вот таким кругом купил дополнительно. И повкручивал саморезы, там где надо было работать побыстрее, мы работали в 2 руки, крутили саморезы, и вполне это реально тоже делать дрелью. В комплекте у нее идет вот такая струбцинка, не знаю как она правильно называется, это такой ограничитель, чтобы, допустим, если вы какое-то сверлите отверстие в стене, чтобы не углубиться глубоко, то есть не уйти дальше нормы. И такая съемная ручка. Дрель очень мощная, она получается идет на 1000 Вт. Ее я покупал конкретно для строительства бани, там нужно будет сверлить пазы в брусе. То есть сегодня у нее была такая легкая работа, весь ее потенциал посмотрим немножко позднее. Она, кстати, ударная. И если вы живете в своем деревянном доме, то лучше иметь дрель. Если вы живете в каком-то бетонном, кирпичном доме, то лучше покупать перфоратор, потому что там нужно что-то долбить по-любому в стенах. Здесь вот дрель это самый оптимальный вариант в деревянном доме. Дальше шуруповерт им я поработал побольше. То есть такая вот интересная моделька. Когда заказывал, были неоднозначные мысли по поводу нее. Здесь вот у нее идет 3 режима. Это сверление, вкручивание, например, самореза и ударное. Он тоже, кстати, шуруповерт, он ударный. Я не знаю, для чего ему эта функция. Возможно, когда-то при работе в жизни это мне пригодится, но пока я не знаю, для чего шуруповерту нужна ударная функция. Так, на первый взгляд, шуруповерт очень мощный, то есть им можно вкручивать саморезы до талого, то есть через доску он их просверлит насквозь. В комплекте у него идет 2 вот таких вот аккумулятора, я их заряжал после покупки сразу же оба полностью. И вот за сегодня мы собрали 2 стола одним аккумулятором, то есть он даже до конца не сел. Также у шуруповерта идет вот такая клипса, до этого я такую не встречал. Значит, вот удобно вот так вот раз на ремень, например, повесил, что-то делаешь руками, шуруповерт понадобился, достал, прикрутил и обратно повесил. То есть такая функция. Но шуруповерт очень тяжелый, и вот так вот где-то с ним ходить на, там, ну, на расстояние, там, допустим, 10 метров, вот ты работаешь, ходишь, это неудобно. То есть если ты просто стоишь, то можно использовать, да. Также по поводу аккумуляторов, у меня на прошлом шуруповерте был аккумулятор такой под ручку небольшой, и когда я заказывал, я думал, что этот аккумулятор будет неудобный, но при работе я, то есть, не испытал никакого дискомфорта. Такие аккумуляторы большие можно использовать, то есть у шуруповертов идут разные, вот такие маленькие и большие. Ну вот я столкнулся с большим, достаточно удобно, никаких проблем нету, и у этого шуруповерта хороший баланс, то есть, ну, рука не устает при работе с ним. Ну вот, какие-то такие первые впечатления. Еще, кстати, хотел отметить, что вот про аккумуляторы у Redwerk с этим нет проблем. Если на моем прошлом шуруповерте сломался аккумулятор, я хотел заказать себе новый, но, к сожалению, я не нашел. Они стоят очень больших денег, и при этом их нигде нет в наличии. На Redwerk есть даже, ну, вот, в любых строительных магазинах, где они продаются, каких-то бытовых. И также можно заказать у продавца на сайте, то есть вам пришлют вполне по адекватной цене. И это еще не все, что я для себя отметил. Я себе еще хочу купить электропилу, которая работает не в сети 220, вот как эта дрель, а на аккумуляторах, вот точно на таких. И получается, идет у Redwerk линейка, вот один тип аккумуляторов, и они подходят ко всему. То есть, например, я себе куплю электропилу в дальнейшем и буду использовать уже не 2 аккумулятора, она работает от 2. Но это я сейчас рассказываю из своего опыта, да, то, что я себе хочу приобрести. Там, допустим, куда-то сходить в лес, там возле избушки заготовить дровишек на зиму. Берешь уже не 2 аккумулятора, которые идут с пилой, а 4, например, от шуруповерта, и спокойно ими работаешь. Зимой эти аккумуляторы у пилы будут садиться очень быстро, на холоде это не секрет, так что зимой лучше использовать бензопилу. А летом вот такие аккумуляторы вполне, потому что когда уходишь в лес, там хочется побыть в тишине, да, например, а бензопила, она дает шуму хорошего. Так что вот, ну, это мое такое мнение.
предпочтение. Но вот так вот, поработал я сегодня этим инструментом, мне вполне все понравилось. Посмотрим, как он себя покажет в дальнейшем, будут какие-то поломки, нет, как быстро выйдут аккумуляторы из строя, потому что у шуруповертов это очень большая проблема. Но работы им хватит, я говорю, что нужно будет в бане работать, мы это будем стройкой заниматься. У дрели есть конкретное назначение пока, ну и там еще будут такие второстепенные работы. Ну а шуруповерт это такая вещь, которая нужна абсолютно всегда при работе. Так что посмотрим. Вот, пока первая работа с ними прошла успешно. Кто сейчас тоже находится в поиске инструмента для своего дома, там электропилы, бензопилы, того же шуруповерта, дрели, какого-нибудь отбойника, переходите, ссылочка под видео будет в описании. Оставлю ссылку на магазин и на мой инструмент, на шуруповерт и на дрель. Смотрите, выбирайте, у Редверга есть хорошие модели и вполне приемлемое качество за хорошие деньги. Смотрите, выбирайте. Сегодня у нас необычное блюдо. Холодный борщ с свеклой, с кефиром. Спасибо, Катя. Пожалуйста. На кефире же тоже делают. В чем дело? Кефир на творог делают. Вкуснятина. Они были большие, вот такие вот. 2 штуки всего. Зато вот на той яблоне в этом году нет. А в прошлом году там много яблок было. Вот они чередуют. Не отдыхают. И желтой не было. Вот эти желтые яблочки. Которые? Вот их? Вот этих тоже не Так было. она же с одного солдата, по-моему, с одного корня растет. Там одна вот сюда идет, другая туда. За сегодня мы успели сделать самое главное, это собрать 2 вот этих больших стола 6-метровых, дедушка мне помог. Остается нам сделать еще 4 скамейки. Несколько скамеек мы нашли, у нас там есть они не 6-метровые, но их можно будет собрать, там какая-то 4-метровая, какая-то 2-метровая, в общем расставим. Дальше у нас есть еще остались доски вот эти, есть вот такие березовые чурки, я их насчитал 5 штук, я их специально оставлял с зимы, думаю, куда-нибудь они мне пригодятся. И вот сейчас такое дело, нужны скамейки, так что поставим 4 чурки или 5, там сколько будет необходимо, и положим доску, там либо 2 по ширине, посмотрим сколько понадобится. Потому что когда делаешь ножки для скамейки, например, вот из той же доски, чтобы они были одинаковые по ширине,
приходится пилить эту доску. А потом мы эти скамейки будем, соответственно, разбирать. 6-метровые скамейки нам точно не пригодятся. И, соответственно, ножки, которые ты делаешь из этой доски, они пойдут на выброс уже. В лучшем случае на дрова. Поэтому мы решили сделать ножки из подручных средств, просто из подручного материала, то, что у нас будет. Там поставить какие-то, можно поставить одинаковые стулья, поставить чурки, в общем, что-нибудь придумаем. Если ничего подходящего не найдем, то уже сделаем скамейки. Но парочка скамеек у нас уже точно есть. Пурга ходит по огороду, мышкует. Нашла для себя новое занятие.